Мальчики и девочки, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. И сегодня у нас расклад для всех знаков зодиака на новолуние и полнолуние. Буду снимать на 4 недели прогноз, потому что именно этот вид расклада, он энергозатратен. И, в общем, как-то так я вот решила. Период я смотрю с 13 января по 11 февраля. То есть новолуние, которое сейчас уже у нас в ходу, и полнолуние, которое будет в конце января, 28 января, если я не ошибаюсь. 11 февраля уже новое новолуние, поэтому будет вот примерно в тех числах новый расклад как бы на 4 недели. Ну а сейчас будем приступать к раскладу непосредственно по каждому знаку зодиака. Поэтому заранее приветствую всех знаков зодиака. Я в предвкушении расклада для весов, как обычно, потому как с этими ребятами у нас, какие-то непроработанные кармические задачи явно. Судя по тому, кого я вылавливаю из вас. Итак, давайте не будем долго затягивать. Прогноз на новолуние с 13 января по 30, по 28. И потом до 11 февраля смотрим период полнолуния ближайшего. К чему нам готовиться? Для чего подготавливать свои... свои что? Себя. Итак, новолуние, полнолуние. Если что, буду уточнять или этой колодой, или веретника, погляжу. Умны, поехали, новолуние, что у вас тут? Вот так вот я решила. Что у вас на новолуние? Для овнов поменялась энергия, я считываю с абсолютно других людей. Пошла считка с других людей, другие энергии пошли. Новолуние. Здесь овны не хотят. Блок движения стоит. Короче говоря, вы как думаете, стоит, не стоит, надо, не надо, решение принять не можете, понимаете? Топчетесь на месте, блокируете собственные эмоции. При этом в самокопаниях сидите. А энергия сходит в минуса на новолуние, как ни странно. Двойку мечей хочу уточнить. Понятно. Есть множество каких-то вариантов, не можете отличить, что для вас хорошо, что плохо. Иллюзии, фантазии смешались с реальностью. Желаемое за действительное вы даете, и поэтому мечетесь. Так что вот так вот у вас энергии новолуния идут. А по полнолунию что нас ожидает? Куда-то дернетесь,
В плане лидерства, действия, смелость на что-то откроется у вас. И потом, бах, очищение души через кошмары, отчаяние. На вас кто-то будет действовать с помощью магии однозначно. Там мороки, надуманность, тревога. Слишком беспокоиться будете, хотя не так все плохо, как вам кажется. Но из-за этого вы уходите в отшельника, в апатию, закрываетесь от людей. Будет что-то, что вас разочарует, или кто-то, вы будете отстраняться. Здесь идет обрубание ваших всех... знаете, есть искра, и вроде бы как пошли уже, а потом бух, обрубили. Здесь трансформация отношений в партнерстве. Друзья, знакомые, партнеры, мужья, жены. Здесь же скач. Здесь я начала считывать с таких людей, как и весы. Парадоксально, но факт. Здесь я сейчас уточню на веретника, но мне кажется, вам прилетает тоже за определенные моменты. Вас тут закрывают просто-напросто. А такие вещи не происходят просто так. Не бывает ни хрена. Итак, поехали. Новолуние хочу посмотреть. Да, вы разочарованы. А что, будете обращаться к кому-то, чтобы вам помогли исцелиться, да? Договора заключать, денежку платить, в духовность подадитесь. С предками связь наладить захотите. Поймете, что вам прилетает, а прилетает... Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Обсуждать вас будут, поносить в обществе будут. Вам прилетает за то, что вы привороты тулили в свое время. У вас очень интересные времена начинаются, поэтому овны, те, которые адекват людей сюда пришли, сегодня расклад явно не для вас, или же. Если вы никому привороты не тулили, смотрите, короче говоря, приворот. Что такое приворот? Давайте я в этой колоде. Это еще влияние на волю другого человека. Кому-то пойдете, обратитесь для исцеления, да. Если вы не делали этого влияния ни на кого, знаете, что у вас рыльца не в пуху. Здесь вам нужно снимать эти влияния с себя. Вот так вот. На этом с овнами все, да, там колдовство замешано. Короче, овны, энергии реально изменились. Но, видимо, в пространстве произошел резкий поворот, да? Коль так уж у нас. Есть еще вариант того, что некоторых из вас хотят в эту всю программу деструктивную ввести. Значит, на вас ее делают. А если вы попали в эту ситуацию, это тоже не просто так. Значит, вы допустили в свое пространство данную деструктивную личность для того, чтобы вы чему-то научились. Поэтому думайте, анализируйте. В принципе, информацию для тех и для тех дала. Ну, блин... Тут новый приток людей, кто у нас овны, которые реально, ну, с весами впряглись в одну колею. Итак, а я буду переходить к тельцам. У меня вот такие замечательные картишки. Да. Индивидуально готовленные под это все. Ну, те, кто на канале давно, те уже заметили и знают об этом. Итак, тельцы. Даже сейчас какого-то... Не какого-то. Хотя нет, какой-то, короче, да, телец там
пространстве есть. Попробую-ка с него считать инфу, а там как пойдет. Оно не оно, узнаем в процессе. Итак, новолуние, полнолуние, что же у нас у тельцов? Или у вас, или у нас, да? Тельцы. О-о-о, а тельцы сидят, не хотят ничего делать. А что такое? А что такое? Ага, тельцы у нас сидели на 2 стульчиках, да? Ну, обнуляется эта ситуация, сидеть больше не выйдет. Так, простраиваем планы в будущее, подготавливаем плацдарм на полнолуние для того, чтобы пойти в сотрудничество. Возможно, здесь кто-то определился, был треугольник, здесь, ну, мужик идет, который не мог определиться и определяется, куда он, с кем он остается. А остается с тем, с кем выгоднее всего. С кем праздник, с кем хорошие отношения, обнуляет ситуацию двойственности. Если вы не мужик, да, может быть и такое. Девочки, я думаю, сейчас, может быть, даже кто-то улыбнулся. Смотрите, вы здесь были взлеты и падения, была цикличность, то хорошо, то плохо, в общем, метались в нескольких направлениях, это все уйдет. И сейчас вы определились, и вот в это, в общем, новолуние уходит, да, вот эта ситуация обнуляется, двойственности. И даже если вы были в треугольниках, или был третий угол, это и в работе может быть, не обязательно только в партнерстве, и в отношениях с друзьями, та же самая, ну, ситуация. Здесь вы открываете двери возможностям на полнолуние, заметьте, на убывающую луну, как ни странно. И, собственно говоря, будете сотрудничать с теми, кто будет в вас вкладывать столько же, сколько вы вкладываете в них. Здесь стабильность, самореализация, может и смена работы, может смена партнера, смена жилья. Ну, в общем, тельцы. Здесь очень все классно для вас. На Таро Веретника давайте все-таки гляну там чуток, да, подсмотрю, дабы вам обидно не было, что на вас я не взяла эту колоду. Могу поздравить, двойственная ситуация заканчивается. Расставили приоритеты для достижения результата, который будет в первую очередь выгоден и рационален именно вам. Деньга замешана. Желание и 2 старших аркана. И судя по тем картам, которые закрывают колоду, знаете, мне здесь идет такой момент. Мужик остепенился, писюном по сторонам не машет, в проститута больше не играет. Вот что-то из этой оперы. Ну, это та информация, которая не всем подойдет, но, в общем, идет. Так, давайте вам на 3 карты. А вот тут чисто здрасте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А вот мы и прибыли, ребятки. Вот это поворот событий. Все так классно начиналось. Так, короче, делимся опять на 2 лагеря, да? Кто у нас обосрался? Уж извините, называю вещи своими именами по жизни. А кто у нас молодец, пушистый одуван, да? Короче, так, пушистые одуваны, которые не занимались деструктивным влиянием на волеизъявление других людей. У вас все то, что я описала.
Ребята, которые в прошлом пытались какую-то... Ну, здесь, короче, мужик делал приворот, хотел себе с помощью этого получить удачу, за помощью обращался, денежку платил. Молодец. Но мужичок выбирает женщину, которая в итоге его предаст, которая будет еще более надменна, чем он сам. Здесь мальчика опустят с небес на землю. На новую жизнь рассчитывает. И ему сказали, что ждет тебя благополучие, детка. А на самом деле, детка, у детки начало конца. Детка теперь входит в такие энергии, когда она будет отрабатывать за свои плохие поступки в прошлом. То есть детка думает, что она Бога за бороду поймала, и ей теперь будет очень удобно с этой партнершей. А партнерша кармическая и надает, знаете, как отомстит за всех женщин, которых он обидел, предал и еще и привороты тулил, чтобы от этой женщины, поняли, привязки делались. Короче, чтобы от этих женщин себе ресурс сгонять и бабло при этом в жизнь свою привлекать. Ну, короче, знаете, сука, падла и говно такое. Так что вот как-то так. В общем, я поняла, у нас сегодня расклад делится на личностей какашчатых и личностей одуванов. Смотрите, к какой категории вы относитесь и, собственно говоря, черпайте информацион из потока правильную, да? Не накручивайте. Здесь может такое быть, что вы кого-то загадаете по знаку зодиака и решите, ну, просмотреть для себя, да, что этого человечка у нас ожидает в ближайшие 4 недели. И теперь, собственно говоря, близнецы. Близнецы у меня тоже есть определенные, ребятки. Посмотрю-ка я и их. Близнецы. У меня, по-моему, весь знак зодиака, блин, знакомых. Так, погнали, близнецы. Близнецы. Давайте-ка я вот так и буду делать. А что я вот это маюсь? Так, близнецы, новолуние. Что у вас здесь? А полнолуние, понеслась душа в рай, да? Опа-на! Вот это джекпот! Короче, близнецы, у вас такая кармическая завязка здесь решается. И вот я просто помню по предыдущим раскладам, что у вас было. Я вас поздравляю, вы в заднице, близнецы. Здесь четко и конкретно опять идет мужчина долго в браке, женщина постоянно делала привороты. На полнолуние программы все эти станут в полную силу над вами. Она над вами одержит верх. Это ваша жена, мать ваших детей. То хорошо, то плохо было. Вроде бы как на новолуние вам кажется, что вы достигли какого-то компромисса с этим человеком. А вот и, извините меня, хрен вам на воротник. Почему? Потому что хитрость, ложь, обман, манипуляция забьют вашу интуицию с помощью магии. Причем медленно, но уверенно. Знаете, вот мне что идет? Подливают. Капелька за капелькой, капелька за капелькой, знаете, или крошат что-то. И знают, что они знают, вот этот человек, эта женщина знает, что она одержит над вами верх. Это один из вариантов.
для остальных. А для остальных, ребят, смотрите, в ресурсе вы, все классно, хорошо. Но здесь придет какой-то персонаж, на вас будет идти тоже деструктив, который попытается во-первых, вогнать вас в апатию, чтобы вы не вкладывались в свое развитие. Понимаете, вот вы понемногу что-то делаете и знаете, что рано или поздно этот рост, хотя и медленный, но приведет вас к благополучию, да, в будущем. И тут как вот тоже хотят над вами доминировать, понимаете? Здесь вы в ресурсе на новолуние, а на полнолуние придет какая-то мразота и захочет стопорнуть ваше движение. Вот так вот. Вот так вот. Как-то так. Да. С помощью магии в нерешительность будут вгонять. Так, уточняем. Ну, тот, кто под приворотами несколько лет от своей женушки, вам молитвы нужны, вам нужно становиться на путь, где вы начнете свою душу отстаивать уже из этой кабалы, потому что на вас очень много всякой дряни, деструктива, потому как вы годами сидели в этом всем и не думали, да, об этом лишний раз. Для всех остальных с пророком с каким-то свяжетесь, и он вам расскажет о вашем недоброжелателе, скорее всего, о том, кто вот этот деструктив на вас будет на полнолуние нагонять. Узнаете, что подселенцы будут накидываться, знаете, на что, на вашу сферу. Короче, чтобы вы не получили магический свой дар, не вошли в свой ресурс, не организовали свое дело, и это с ним связано. Смотрите, человек будет, который к вам появится на полнолуние, ребят, будет пытаться вызвать ваше сострадание, тем самым затуманив ваш разум, дабы вы ослабили свои защиты. Защиты, пожалуйста, обязательно на полнолуние возобновить, подновить, добавить, что хотите, потому что здесь вы в ресурсе, и вот такая вот какая-то говняшка захочет вас остановить, но знаете, здесь больше всего бесит, что связь с родом хотят перекрыть с вашим даром, понимаете, чтобы вы не получали, так что будьте бдительны, близнецы. Итак, а у нас на подходе раки. Давайте раки, ух ты, ё-моё, к ракам уже вот так вот сразу, да? Ладно, я поняла, это лично для меня информация. Эта информация лично для меня была с пространства. Из-за того рака, о котором я подумала. Итак, ну а теперь для вас, да, информацион. Что я тут только за себя смотреть, что ли, буду? Новолуние шикарно, вас ведут высшие силы за вашей надеждой, которая вас приводит к каким-то результатам. У вас самодостаточность, в комфорте, в роскоши, в гармонии с собой находитесь. Девочки больше проигрываются, но могут быть и мальчики.
На полнолуние все отлично. То, во что вкладываетесь по справедливости, благодаря вашей силе, благодаря той власти, которую вы держите в своих руках, вы еще на новый уровень. Здесь 9 пентаклей, переходите в 10 пентаклей. Знаете как? Шли, но параллельно было еще одно направление, и тут оп, и выстреливает. Здесь вы охраняете свою территорию. Здесь, смотрите, пентакли и 2 старших аркана. Здесь у вас, ну, просто классно. Вы через борьбу с неудачами напролом шли, старались, и, ну, здесь добавить нечего, раки. Здесь у вас просто все отлично. Отлично, да, отлично. Для тех, кто понимает, что да, то, что я скажу дальше, не про вас, не заморачивайтесь. Все хорошо, но если вы помешаны на том, что магичите на то, что, ну, на ресурсы, на деньги, будьте осторожны, жадность вас начинает понемножечку сжирать. Можете предупреждение от высших сил уже получать, или же получите в скором времени с помощью других людей. На полнолуние от своего наставника узнаете, что вы будете на распутье стоять и ждут вас подселенцы. Какое распутье? Или защитами что-то делать, или высший суд. Что по высшему суду? Исцеление от проклятия. А защиты могут, кстати, у вас и сдернуть. Защиты по-любому подновить, свой уровень прокачивать по вибрациям, подниматься выше, иначе можете застрять в негативной ситуации. Смотрите, если вы привлекаете деньги адекватными методами с помощью магии, там не так глобально все у вас. То есть, ну, нормально. Вам еще ваш наставник подскажет, как дальше идти, дабы негатив с вашего дела, а он есть, точнее будут цеплять его, чтобы у вас остановка была. Сработает он, наставник поможет, как, что сделать, но негатив этот сработает в том случае, если вы реально жадный человек. Если у вас не проработано вот это вот, этот аспект, то в период новолуния получите уже щелчок по лбу и намек. А знаете, как получите? Как вам узнать, нырнули ли вы в жадность, окунулись вы или вы выстояли, да? Или, ну, вы все правильно делаете. А если вы будете в период новолуния, это до 28 января, заглядывать в рот другим людям и думать, а что же они подскажут и подумают, я вас поздравляю. Вас могут скоро пробить, и вам пора повышать вибрации, иначе все-таки, ну, аспект жадности здесь вот явно присутствует. Поэтому будьте бдительны, осторожны и аккуратны. И честно, я ж как бы на вас не смотрю, да, с экранов мониторов и с экранов ваших телефонов, как бы подглядеть не смогу. Честно себе признайтесь, какими методами вы привлекали в свою жизнь блага и заслужены ли они вами. И видно, что если и привлекали, то старались все равно, то есть просто так вам они не дались, но тем не менее будьте
Короче, примите эту информацию к сведению, да, и сделайте лично для себя выводы. Не сделаете, в принципе, ваши проблемы. Сделаете, ну, молодцы, что сказать. А мы едем дальше. Львы. Львы, 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 львы. Поглядим, что у нас львы. Как у нас здесь со львами на новолуние, жизненная сила, напор счастья, власть, стабильность, закон. Так. Ну, с кем-то могут в новолуние кокетничать. Люди стабильные, прочный фундамент у них есть, осознанные личности. Помощь рода, но здесь не сколько помощь рода, здесь стоит кто-то рядом, очень сильный и из светлых у вас. Поэтому здесь все классно, хорошо, позитивные послания ожидайте. Внутреннего ребенка где-то включите. Будете следовать сердцу, мечтать, энергии будете наполнены. Здесь, знаете, вы как от чего-то освободитесь внутри. А полнолуние нас не радует, ёпта. А полнолуние вообще ни хрена не радует. А на полнолуние вы в деструктиве заседаете. Вы с кем-то поделились своей какой-то идеей, у вас, как вы знаете, вы чуть-чуть как бы, ну, почистились или что-то вроде этого, вас, ну, наверх волна подняла, вам полегчало, с кем-то, кому-то вы что-то сказали о своих планах, и это все обломится. Но при этом я не отметаю тот факт, что вы все-таки сможете притворить все свои планы в жизни, сделаете вывод о том, кто находится рядом с вами. Предчувствие у вас дурное будет, прям знаете, вы прям поймете, что на вас идет нападки. И здесь, кстати, здесь, знаете, здесь как... Здесь как кто-то из вашего окружения, с кем вы давно знакомы, общаетесь, и ваши партнеры, и мужья могут быть, и близкие друзья. Вот кто-то из них и лупанет по вам. На новолуние вы духовностью наполняетесь, а на полнолуние это вся... А кого вы так рьяно обмусоливаете о том, что вы власть над этим человеком имеете или что? Или власти хотите? А власти для того, чтобы ваши способности вверх пошли? Ну, во-первых, предки вам передают привет, покайтесь, вы кому-то поднасрали, за это отхватываете. Это первое. Львы. Второе. Тот человек, который считает себя выше других в вашем окружении, с вами и лицемерит.
Ваши защитники из рода принимают решение вас исцелить от неупокоенных, которые у вас из-за вот этого человека, который считает себя выше других. Вы с ним, кстати, очень тесно общаетесь. И с ним, кстати, с ним же, с этой персоной, вы очень много трепетесь языком. Так что как-то вот так вот у вас львы. Из последних раскладов помню прекрасно, что у вас рьяное нежелание выметать из своего окружения крайне вампирягу. И на удивление, блядь, львы разрешают другим промывать свои мозги. Но это, блин, факт. Вот так вот 2020 год ебанул по львам. Снова, пардон за мой французский, но что маемо, то маемо. Валим дальше. Девы. Девы у нас из последних моих раскладов. Вроде как бы там выбирались из отношений, где их привязывали, привораживали и тому подобное. О! Оба-на! Ух ты ж, ёлы ты палы. А девы у нас что, свалили от каких-то деструктивных отношений? Да, уходят в самопознание на новолуние, значит. Прощаются с какой-то старой ситуацией. Там, где вас разочаровали. Вы понимаете, что еще чуть-чуть и вы полностью разорвете все это, да, но еще сложности и препятствия будут на вашем пути, и у вас, в принципе, есть свежий взгляд. Духи огня вам, кстати, в помощь, Саламандра, вам помогут обнулить это все. Понимаете, и с помощью огня работы делайте, помогайте себе, будет хорошо. Вы здесь переходите в творчество на полнолуние, вы в команде с кем-то работаете. Здесь еще такое может быть, как развод или что-то вроде этого. Почему? Потому что вроде как, ну, во-первых, вы будете не согласны с другими, но будьте внимательны, с кем вы сотрудничаете, потому что есть риск, что примите желаемое за действительное, вас могут подобмануть. Но здесь, вы знаете, как мужчина бунтует против женщины. Короче, что-то типа такого вот мне идет. Здесь король мечей против королевы жезлов. Там ведьма, а здесь человек решил уже, ну, расставить точки над «и» и сказать: все, до свидос. Россия в полуфинале, я валю, короче, в новое начинание. Здесь человек из отношений переключается в работу, но параллельно он включается, знаете, во что? Как... Или еще могут воздействовать на него и поломать ему это все. Здесь девы разоблачили кого-то в лицемерии, очень разочарованы. Да, пойдут повышать свою квалификацию в полнолуние, но будьте бдительны, подселенцы на вас есть, дама это не прекратит, пока на вас влиять. И еще такой момент, девы, будьте бдительны, будьте, не знаю за счет чего, ребята. Опа-на, а девы, значит так. Девы, кто у нас не верил в магию, поверил, обратился к людям через кладбище. Дело в том, что защиты себе хорошие поставили. Удивительно, 2020 год. Да, очень хорошо поменял и дев. И, ребят, тут как ни крутите, у вас идет исцеление от некой вашей надменности, потому что розовые очки бьются стеклами вовнутрь, и вы теперь понимаете, кто есть кто.
Но, опять же таки, если неправильно выйдете из этого урока, встретите следующего человека, возможно, уходите от деструктивного партнера, но попадаете в рабочие партнерские отношения, где, в принципе, люди будут вами манипулировать, вас пытаться продавить, подавить и вами попользоваться, да, потому что вы им выгодны. Так что, дев, как-то так вот, пока вот сегодня идет поток. Кто у нас там? Хо-хо, весы, да? Весы. Давайте посмотрим, что там новолуние, полнолуние для весов. Карты валятся вот сами. Так, 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 так. А весы, бля, пардон, в своем репертуаре сидят, короче, ностальгируют о том, как когда-то где-то было хорошо, о женщине вспоминают. Все равно, неужели продолжают, блин, веселить эту вселенную попыткой приворожить к себе? С кем было хорошо, и причем еще по справедливости человек продолжает думать, что он все-таки добьется своего. Все-таки добьется своего. О боги, весы непробиваемые, да? Весы у нас сегодня веселее баранов. О-о-о-о-о-о-о, а весы у нас в депрессончиках сидят. Сидят в депрессухе, потому что ностальгия очень хорошо съедает. Ну, а брат пришел, понимаем, да? Вспоминают люди о том, что не несли за кого-то ответственность, были нерешительными. Знаете, что в новолуние блокировка их эмоций идет. Так, а в полнолуние что? Ой, блядь. Твою мать. Ой. Знаете, здесь человек, сидя с гномами в пещере, думает, что он за один прыжок попадет на балкон пентхауса, этак на этаже 130 в центре Нью-Йорка. Здесь в полнолуние девочки, кто смотрят своих весов недоразвитых из прошлого, сидит, страдает, ногти грызет, причем на ногах. И на полнолуние готовьтесь, собирается. Собирается опять делать на подавление вашей воли для того, чтобы вы были благосклоннее. Понимаете, человек решил, что вы его судьба, все. А то, что он сам эту судьбу просто, вышвырнул в свое время из своей жизни, да, это ничего. Ну, короче, они там недоразвитые, эти весы, которых я считываю, которые хотят, чтобы за ними бегали, вот, знаете, такое вот. О, как интересно у них полнолуние. О, как у них интересно, да? Так, второй вариант для тех, кто не занимается деструктивщиной, кто адекват, весы. Значит, для вас вы выходите вот в полнолуние, еще будете на что-то решаться, но потом кому-то вдолбите из прошлого и, отсечете много чего, потому что в полнолуние
вы встретите нормальных людей. То есть, ну, достойных вас. Смотрите-ка. Первое, ну, знаете, уже хотя бы сподвижки есть. Почему? Потому что у вас там и бремя ответственности. Вы хотели бы скинуть, ну, с себя часть ваших обязательств, но не решаетесь. Так. Вот для тех, кто нормальные, вот на этом, в принципе, я и закончу. Почему? Потому что в вашем пространстве появится какой-то человек, который вас, ну, вам поможет выйти на лучшие вибрации. Все, для вас информации больше нет. Для весов, которые очень у нас забавные ребята, собираются треугольник загнать свою бывшую. Понимаете, с нынешней, блядь, где-то что-то не нравится уже его продавленный диван, вспоминают, как было хорошо с предыдущей, а не пойду-ка ли я и тут расскажу, что она моя судьба, но не скажу, что я собираюсь потрахивать и тебя, и еще вот ту, с которой мне, ну, просто выгодно, блин. Ну, короче, такое что-то вот, знаете, как обычно. Человек находится в тех отношениях, где ему выгодно из-за бабла, есть где жопу притолить и тому подобное, но ему уже так надоело, он под постоянным контролем, понимаете? Уже молится бедолага, чтобы он перестал быть узником. Короче говоря, товарищ, видимо, как-то ищет лазейку приехать к вам, понимаете? Предложить вот такую дружбу любвеобильную. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, понимаете, я уже не знаю, как называть этих весов. Почему? Потому что, ну, будет в полнолуние обращаться к своему, кому он там бабло отстегивает, чтобы с него замки поснимали. Но есть второй вариант, сейчас узнаю. Ну, короче, я не знаю, или он еще к кому-то обращается. Короче, если обратиться к прошлому, там ничего толкового. Ну, кому он постоянно там похаживал, знаете, и заказывал того, кто смотрит на весов. То есть здесь, скорее всего, здесь идет расклад для тех, кто глядит своих недоброжелателей. Короче, я озвучила, где для нормальных была информация, а это для ненормальных людей. И понимаете, как к одному обращается, ничего толкового не будет. Ну, то есть как? Может, смекнет, что к другому надо, а другой ему скажет, что вроде как и чистить его будет, или что-то ему подскажет. Но знаете, здесь хотя бы я вижу, что человек ему произнесет правильную фразу, что все, что ты получаешь, это расплата за твои предыдущие деяния. Что вот так, и вот так, потому что ты в прошлом вот это, вот здесь и вот по этой причине сделал.
И для того, чтобы тебе выйти из этой херни, тебе просто нужно покаяться, изменить. Ну, до хрена чего сделать. Здесь человек опять на выборе, он как-то мечется, планирует одно, не доделал. Понимаете, хватается за все, ни на черта не способен, по сути дела. И ввязывается в еще большее приключение, все бегает по каким-то ведунам, колдунам, чистится. Да нельзя его чистить. Нормальный практик, истинный практик, он увидит, когда можно чистить человека, а когда нельзя. И вот весы, я не знаю период, ну давайте сейчас посмотрим период. Еще полгода чистить этого человека нельзя, потом будет зазор, если он сделает неправильный шаг, и еще 9 месяцев нельзя будет чистить. Не знаю, понимаете, здесь такой персонаж, но ведь нормальные люди не будут совать пальцы в розетку. Почему? Потому что знают, что их убьет. А этот такой: нет, я докажу, что там тока нет. Уже, прошибло раз 200 человека, а он все равно сует: нет, я докажу току, что он меня больше не прошибет. Я добьюсь своего. Сиди, дура, сам открою, понимаете, в башке. Это, конечно, все смешно, забавно и весело, но на самом деле я знаю, что руководит такими людьми. Там просто уже такой уровень подселятины на нем определенного ранга, которые его как мясо ведут на убой, и человек сродни ополоумевшему. Даже не наркоману, а ополоумевшему, который: добьюсь и все, чего бы мне это ни стоило, сдохну, но получу свое. Сдохнуть, да, получить свое не получит никоим образом. Скорпионы, скорпионы, поглядим, что у вас здесь скорпионы. Скорпионы в команде трудятся, пашут, жужжат, да. Что там хотят скорпионы? А ну-ка. Так, новолуние. Обнуляете какие-то связи, либо же отношения, либо же по рабочим моментам, либо же как дурак делаете какие-то, сейчас будем уточнять, неверные движения. Так, а здесь что? Здесь, так, на скорпионах, походу, тоже энергия поменялась с тех, кого я считывала раньше. Почему? Потому что здесь зашла я как обычно, а энергия оборвалась. Хотя не факт, что оборвалась. Так, первый вариант. Здесь скорпионы решают заключить брак по выгоде. О, девочка, есть бабло, женюсь. Нет бабла, следующее. Что-то в этом роде. Если в рабочих моментах кого-то кидают, переходят к другим, все движется вперед. Движется вперед к стабильности, к королю пентаклей. Побед хотят, хотя бы трудится. Но сейчас посмотрим по новолунию, что. Да, новой жизни человек хочет. Здесь человек узник каких-то обстоятельств.
И обращается как к какому-то человеку, говорит: помоги мне, ну, к практику, к мастеру, да, вот эту подлость мне надо убрать, чтобы новое началось. Я же говорю, замена энергии, вот точно замена энергии идет. И еще я на стыке. А что наставник? В духовность вроде бы ведет, но неплохо. Расскажет, что вы жертвовали много чем своим ради других. И из-за того, что проклятие было. Ну, короче, там на вашу сердечную чакру дофига чего было. Здесь, да, здесь поменялись энергии. Здесь абсолютно другие скорпионы пришли, которые обнулили отношения с человеком, который деструктив в их жизнь втаскивал. Пошли в новую жизнь. Очень долго этого просили, кстати. Кого-то нашли, наставника, или же в раскладе в каком-то даже услышали для себя информацию, сделали выводы и изменили свое решение на противоположное. Уходите работать в другую команду, в другой коллектив, с другими людьми, понимаете, в надежность выходите, трудитесь, двигаетесь вперед, Но через время вот ситуация с треугольниками и с предателями, вот в полнолуние, она как возобновляется, но вы будете предупреждены. Вот о чем вы предупреждены будете. О том, что ваши враги падут, вы получите известие от предков духа вашего рода через ментал, то есть через ясновидение, там во снах можете увидеть. Узнаете, что свершилось. Их там атаковать будут. Но будьте бдительны, человек попробует вернуться в вашу жизнь, дабы ваши блага содрать. Понимаете, вы здесь как себя проработали, он там начинает отхватывать от высших сил, ему не хватает энергии, он приходит на полнолуние в вашу жизнь и говорит такой: подсосать огня желаю, понимаете, вот что-то в этом роде. Не переключайтесь на него, ну, короче говоря, вас предупредят, но руку на пульсе держите, и от этого человека подальше, да, вас победа, завоевания ждут. Вы в движении, вы вот вообще здесь прям в эфир ко мне ворвались адекватные скорпионы. О, да, 2021 что с нами делает? Вообще класс. Я очень рада, что вот, ну, поменялись энергии на скорпионах. Но видите, и в то же время вот скорпионы адекватные притянулись теперь. А овны, к сожалению, сегодняшний расклад показывает тех овнов, которые занимались деструктивной магией. Так, побежали-ка мы дальше к стрельцам. Посмотрим, что у нас стрельцы дают. Или что им Вселенная готовит на новолуние, полнолуние. Так, новолуние. Те, кто вам что-то перекрывал, блокировал, по справедливости в новолуние все возвращается. В новолуние не сможете на какой-то выбор решиться. Как выйти в свой триумф, в успех. Вас что-то блокирует. Понятно. Иллюзии снимайте, пожалуйста, стрельцы. Не можете определить, что для вас хорошо, что плохо.
где и с кем вы выдаете желаемое за действительное. Здесь смотрите, по справедливости в новолуние, вот что вложили, то и получите. То есть отдавали много, получите много. Где-то что-то зажимали, зажмут и по отношению к вам. Тоже по справедливости. В ностальгию сильно не впадайте. Нужно сосредотачиваться на настоящем моменте, а не жить прошлым. Повспоминали и отпускайте. Еще такой плюс: на новолуние от недоброжелателей закрыты будете. Предки вам помогли и помогут. Дадут вам знак о том, что вас ожидает новая жизнь. Ну, те, кто вас захотят на полнолуние посадить, какие-то ограничения, глядите, у вас там защита есть от этого всего. Вот в нерешительности долго не сидите, да, принимайте решение здесь и сейчас быстро, не раздумывая, но при этом внимательней смотрите за тем, чтобы вот из множества вариантов не поддались своим иллюзиям и фантазиям, да, то есть чтобы разочаровашки потом вас не постигли. Возможно, слишком хорошее что-то предложат, то рассматривайте в деталях, с кем сотрудничаете и чем вам это грозит и чем сулит. Так что у стрельцов здесь неплохо, в принципе, так. По роду предки помогают, понемногу, да, все движется. Так, козероги. Давайте посмотрим, что у козерогов теперь. Туз жезлов. Туз жезлов — это хорошо. Энергия активна. Так, а тут туз мечей, да? Новые идеи. У вас новые идеи, свежий взгляд, появляется энтузиазм, плюс здесь очищение идет, духи рода ваши вам помогают, дают потенциал новый в новолуние. Что-то начинаете вы. Какие-то исследования, открытия вас ждут. Творческая искра. Да чтоб ты, на полнолуние, ну ты смотри. А на полнолуние, знаете, что на полнолуние? Здесь вам необходимо вернуть в жизнь баланс. Вам нужно по интуиции, по своей действовать, смотреть, с кем вы сотрудничаете. Реализовать нужно свои мечты и страсти, но вы здесь должны четко отдавать себе отчет. И поэтому у вас вот эта некая блокировка ваших эмоций идет. Вы как распределяете, кому из вашего окружения сколько эмоций, сколько эмоций, да, сколько чувств, кому дать, а кому, от кого отнять. Вот что-то такое. Ну, здесь козероги, как всегда, то есть баланс чувства, интеллекта, но уже плюс искра огня есть, уже хорошо.
К кому-то обращаетесь, посоветует вам ваш знахарь, как закрыть проклятие, как от него уйти. Ну, началось. Опять из-за какой-то подлости, опять удар по вашей сердечной чакре и вводят вас в состояние жертвы. Вам какая-то новость будет. Помощь, кстати. Короче, какая-то персона под видом помощи. Кстати, человек очень много чего от этой жизни просит. Вот от него, короче говоря, новости, и он вам захочет как бы помощь дать, но при этом сейчас, секунду. Но при этом этот человек хочет, чтобы хочет вам навредить, хочет, чтобы вы не могли себя защищать и отправлять обратно, потому что у него тогда новая жизнь его перекрывается. Будьте аккуратны, потому что от этого человека очень много деструктивщины. Человек зависим от чужого мнения. И человек очень хорошо получает. Знахарь вам, кстати, исцеление дает через колдовство. С ним много общаетесь, разговариваете. Человек якобы с покаянием приходит, но дело в том, что нет. Будьте, короче говоря, бдительны, держите оборону, советуйтесь с вашим наставником, который вам помогает, снимайте всякий деструктив, потому что здесь персонаж, который... И вот вы и думаете, вот вы в нерешительности, да, кому додать, а кому, от кого отнять. Здесь как будто только зазор такой, знаете, положительный, и тут хоп, появляется этот персонаж, и надо, короче, держать оборону. Не надо думать, отсекайте его моментально, сразу же, даже там особо, не знаю, и думать не стоит, и слушать не стоит. Так что как-то вот так вот, козероги, у вас. Переходим к водолеям. Посмотрим, что у нас здесь с водолеями. Новолуние. Здесь водолеи корректируют свою жизнь. Короче, так, не договаривают, сколько у них есть денежки. Стабильно стоят на своих позициях, имеют власть, мудрость, поддержку от высших сил. И знаете, как коррекция своей жизни, особенно что касаемо вашего окружения. Вот коррекция идет. Полнолуние, новые идеи, интеллектуальный прорыв, вы уходите от разочарований, но также не бегите от реальности. Здесь будьте осторожны с теми, с кем вы будете вступать в сотрудничество, с кем вы будете в команде.
потому что от этого будет зависеть дальнейшее ваше финансовое положение. Не бегите от реальности, смотрите четко на людей конкретно, понимаете? Во-первых, покопайтесь в себе, разберитесь, посмотрите, ну, кто есть кто на самом деле, да, попробуйте заглянуть под маски людей. Да, здесь у водолеев будут рушиться иллюзии по поводу того, кто друг, а кто враг. Много кого считали друзьями, на самом деле это недоброжелатели, которые на вашем ресурсе ехали. Знаете, здесь как будто вот вам какой-то человек, вот вы знаете, что он говно, да? Он может кинуть. Вот согласитесь на сотрудничество с ним, получите договор, в котором будет мелкий шрифт, то есть предадут, грубо говоря, вас, кинут на деньги, человек пообещает и не сделает. Это ваш урок в полнолуние идет, это как искушение для вас, понимаете, чтобы вы научились разбираться, кто есть кто, как я сказала, это период вашего обучения такой своеобразный в этом мире, понимаете? Учение, с кем делить свои дары судьбы, понимаете? А с кем не стоит идти рядом по жизни. Почему? Потому что от этих людей вы только проклятие получаете за своей спиной. И ваши блага отходят этим людям. И, кстати, недоброжелатели, два варианта. Недоброжелатели кому-то обращаются, вас заказывают. А у них не получается, они хотят над вами власти и не хотят, чтобы вы продвигались, понимаете? И второй вариант. Вы обратитесь к кому-то, и кто-то вам подскажет, как выйти из этого тупика. Путь подлости проходите, решение. Не нужно из-за своего сострадания заключать договора с людьми. Ой-то я его пожалел, ой-то там же ж у него сложные обстоятельства, то я ему ж помогу. Предавали очень часто, а теперь не получается, короче говоря. Вы берете власть, ваши враги падают, вы об этом известие получите. О том, что много жертвовали собой. Защиты будете ставить и исцелять себя, и пятую чакру прокачивать надо, чтобы вот эти вот моменты ушли. Ну, как-то вот так вот. В духовность вам нужно идти, вот что вам посоветуют. Вот тот человек, к которому вы обратитесь, он правильные советы вам даст и подсказки, и покажет вам выход из тупиковой ситуации. Вот если сомневаетесь, знаете, вот сотрудничать, не сотрудничать, обратитесь. Возможно, у вас есть такой человек, обратитесь, он вам посоветует все правильно и обойдете вот эти вот моменты все. Ну что, теперь мы переходим к рыбам. Биу-биу. Опа-на.
Четверка мечей. В передышку вгоняют рыб, в пассивность, в уединение для восстановления своих сил. Вам нужен покой вокруг вас, чтобы был, чтобы вас никто не дергал. Медитация нужна. Рыбам необходимо поработать над своей кундалини. Так, новолуние, обнуление. Планы строите, или же хотите через творчество самовыразиться как-то, или же что-то планируете по поводу любви. Это новолуние, теперь полнолуние. Туз жезлов, туз мечей. Короче, здесь, знаете, мне идет информацион. Женщина воюет за мужика и планирует взять над ним верх, как бы. Это один из вариантов. Второй из вариантов. На новолуние прошла чистка. Планируете свои идеи превращать в реальность. Творчество, самовыражение, и на полнолуние в стабильность выходите, получаете свою вершину. Ну, к своему долгосрочному успеху, да. Вроде бы как по рыбам и вот так вот. Так, ну для деструктивных рыб сразу скажу, много хотите, мало получите. Хотите возвышения и духовности, ну так это ж не покупается, это нарабатывается. Если вы не в состоянии соответствовать, вы никогда не сможете. Получить это. Это не купить в магазине. Так, еще для деструктивных товарищей скажу сразу, да, вы там обереги защиты себе выставляете, особенно что касаемо ваших планов. Но дело в том, что магические способности ваши там, интересный момент, в зависимостях сидите. И вы, дело в том, что в полнолуние у вас идет отречение от вашей силы духа. Вы хотите добиться благосклонности кого-то, но вряд ли у вас это выйдет. Почему? Потому что, может быть, вы в каком-то деле хотите, да, быть лучше, но вам идет расплата за договор с определенными силами, потому что вы хотели подлость по отношению к какому-то человеку совершить.
А теперь вы резко хотите поднять ну, свою духовность, свой эмоциональный план и продвижение. Ну, успехов, как говорится. Понавешивали на себя, извините, понимаете, свои силы вы в ноля упускаете, ваши защиты ослабевают, если не летят в пух и прах, на вас атаки лупятся, вас там обмусоливают, обсуждают, а вы как будто не понимаете, идете на пролом, ну вот тоже из области вот я хочу, так и будет, да не будет. Новой жизни хотите? Не будет новой жизни. Вы сами своими руками отреклись от вашего лучшего будущего. Поднасрали. Сами знаете, кому поднасрали. Так, рыбы, короче говоря, поднасрать поднасрали, дороги себе пути открыть хотите, у вас ни черта не получается, неупокоенные стоят, вы к ним тоже обращались. Предки вроде как и помогают вашим определенным недоброжелателям, действительно, которые неправильно по отношению к вам поступают. Вы... Что-то те враги тоже ваши получают, ну, по голове. Но дело в том, что тут известие от ваших предков идет, что, деточка, а мы приняли решение тебя в состоянии жертвы вогнать, потому что, ну, ты многого хочешь, а не соответствуешь. Пакости начудила, ничего как бы, ну, пришло время, короче говоря, отрабатывать, да. Там и крадут и дары судьбы, и блок на магические способности. Кто-то еще будет, ну, вас выводить понемножечку, но разочарований вам не избежать. Карта говорит, покаяться надо за свой скрытый умысел в свое время. И тогда вот эта замкнутость всех ваших путей, перекрытие, это все исцелится. А не покаетесь. А не покаетесь, так и будете вечно по кругу ходить и на одно и то же распутье приходить. Это вас так высшие силы обучают. Что можно, а что нельзя делать в магии. Не поймете, магию вам перекрывают полностью. Откровения вы получаете, поддержку других мастеров, возможно, это ваш духовный учитель. Он вам подсказывает, как бы. Но дело в том, что такое ощущение, что вы как будто... Вам очень не хочется признавать, что вы облажались, гордыня. Ну, ваше право. Для адекватных рыб здесь информация, в принципе, знаете в чем. Для адекватных рыб, которые никому не чудили, здесь вы почистились, движение вперед идет у вас, все как я говорила, любовь, либо самовыражение через творчество идет. И здесь есть кто-то, это может быть даже ваша мама, если нет, это вы сами обретаете свою силу
и, знаете, как определенную стабильность получаете и в силе, и и в духовном, короче, и в материальном. Вот так вот. Так что, рыбы, вот такой вот расклад для вас. Так, ну а я на сегодня теперь уже со всеми прощаюсь. Вот, не с каждым знаком отдельно, а со всеми вами. Пишите ваши комментарии. Согласны ли вы с данными предсказаниями? Проигрывается ли у вас что-либо? Знаю, что многие глядят и своих недоброжелателей по зодиакам из любопытства. Для тех, кто будет глядеть своих недоброжелателей весов, то есть, да, блин, это у меня больная тема, я не скрываю этого. Почему больная? Потому что я, честно вам сказать, я знаю, какого человека я считываю, с весов. И знаете, вот говорят, не нужно всех под одну гребенку грести. Оказывается, это много весов, которые подобосрались за последние 10, 5, 8 лет в этом мире. И я очень благодарна тем, кто мне пишет, моих подписчиков, да, о ваших ситуациях, как бы, потому что я понимаю, что эта информация актуальна многим. То есть, вот из того, что я из расклада могу вам сказать, весы — это сейчас самая жесткая проработка из всего вот моего расклада. Не знаю, как на других каналах, естественно, если не ваши, переходите и ищите то, что вам подходит. Но вот из всех знаков зодиака весы сейчас просто, дают угля, если хотите. Люди... их пожирает тьма просто-напросто. Они не просто не сопротивляются. Вот знаете, я, вот как пример, скажи любому человеку, тебе завтра руку будут отрезать, то ты сделаешь все, что угодно, лишь бы избежать этого. А здесь люди не просто не сопротивляются, они такие: да, режьте мне и руку, и ногу, и все, что хотите, забирайте, но дайте мне то, что я хочу. А его вот эти темные силы, их сейчас, знаете, как замануху кидают, они дают того, чего он хочет, и у него, знаете, как ломка у наркомана больше и больше от всего вот этого. И, человек реально, там от человека уже ничего нет просто-напросто. И сказать, что он мясо, нет, он уже не мясо, там жрать нечего. Его просто, знаете, вот таскают вот так вот, я не знаю, как это еще, на чем показать бы. Как тузик тряпку вот эти темные силы таскают за то, что он влез к ним. И, как наиграются, выбросят. Так что вот так вот, ребят. А на сегодня я завершу повествование. Желаю вам добра этого мира, и пусть у всех проиграется только положительный аспект. Пока-пока.